Я неплохой парень. Я этого и не говорил. Я сказал, что вы преступник. А какая разница? «Во все тяжкие» за максимально короткий срок стал культовым сериалом, а Соул для многих был темной лошадкой. Было два исхода событий. Либо он будет побудителем для перепросмотра «Прародителя», либо слегка расширит историю. Но он не только заключил в себе оба варианта, но и во многом обошел сериал, который дал толчок истории, толчок вселенной. О чем лучше звоните Соулу? Какие темы он поднимает и какие темы, поднятые в тяжких, расширяет? Что общего у Соула и Джокера Тодда Филлипса? Почему в сериале практически нет положительных персонажей? Что в мире сериала характеризует тебя как злодея? И почему Сол Гудман никогда не был злодеем, а Джимми МcГилл достоин искупления? Это канал Джамкат, и добро пожаловать! Боб Оденкерк был единственным кандидатом на роль. Питер Гулд, один из создателей сериала, предложил ему работу, так как он, его жена и половина съемочной команды были фанатами шоу с Бобом и Дэвидом. Сол Гудман появился во «Все тяжких», потому что Уолту и Джесси требовался проводник в мир, о котором они мало знали. Изначально планировалось 4 серии, в которых появился всеми нами любимый адвокат. Но герой так полюбился зрителям, что его история закончилась с остальными главными персонажами. Хотя изначально Сол был задуман как комический персонаж, его роль стала более глубокой. Поскольку Гиллиган и Гулд обнаружили, что могут использовать Сола как дополнительный путь в преступный мир для Уолта в последующих сезонах. Это также позволило им сделать персонажа более человечным, что, по мнению шоураннеров, стало возможным благодаря актерскому мастерству Оденкерка. Они считали, как и в случае с Айроном Полом и Дином Норрисом, актерские способности Оденкерка значительно изменили их планы в отношении этих персонажей и сериала в лучшую сторону, сделав их более значимыми для сюжета в целом. Поскольку Сол оказался популярным персонажем среди зрителей, Гиллиган и Гулд уже начали подумывать о спин-оффе с участием Сола и обратились к Оденкерку, чтобы узнать, не хочет ли он поучаствовать. Изначально Оденкерк отказался от роли в продолжении, желая быть со своей семьей в Лос-Анджелесе и чувствуя, что ему достаточно славы после успеха во «Все тяжкие». Но его дети заверили, что с ними все будет в порядке и он не должен отказываться от этой возможности. Шоу о юристах, в котором главный юрист сделает все возможное, чтобы не попасть в суд. Именно так характеризовал для себя Винс Гиллиган идею сериала. Винс и Питер Гулд думали об идее спин-оффа еще в 2009 году. Гулд — это тот человек, который написал серию с первым появлением Сола. После завершения съемок во «Все тяжкие» Гиллиган и Гулд работали над тем, о чем будет спин-офф, и в итоге пришли к идее приквела под названием «Лучше звоните Солу». Шоураннеры поняли, что Сол, как показано во «Все тяжкие», чувствовал себя комфортно в своей шкуре. Ему некуда было идти, поэтому они могли исследовать, как Сол пришел к этому, отражая тот же тип саморазрушения, который был у Уолтера Уайта во «Все тяжкие». Они увидели Джимми как искренний, милый парень, чей мозг естественным образом готовит нечестные решения задач перед ними. Гиллиган и Гулд изначально считали, что Сола Гудмана недостаточно, чтобы вести шоу в одиночку. При этом Гиллиган считал, что персонаж был отличной приправой к шоу, но не сутью. В конце концов, они пришли к пониманию, что Сол во время «Во все тяжкие» был человеком, который принял себя, и Винс осознал потенциал рассказа истории о том, как Сол стал таким человеком. При просмотре первого сезона на последней серии у меня сложилось впечатление, что изначально создатели планировали более динамичный темп сериала. Джимми уже в этой серии готов к метаморфозе, на что его слова и намекают. Мне это приснилось? Или у меня на столе действительно лежал 1 миллион 600 тысяч долларов наличными? И к чему-то это... Так чего ж не взяли? Что нас остановило? Я помню, ты говорил что-то о честном поступке. Хочешь знать, почему я не взял те деньги? Ты об этом спрашиваешь? Да, именно об этом. Лично меня наняли выполнить работу. Я выполнил. На этом все. Ага. Ну а я знаю, что остановило меня. И знаешь что? Больше оно меня никогда не остановит. Как оказалось, так и есть. Изначально старт превращения планировался с этой точки, но два фактора этому помешали. Первое — это Рэй Сихорн, которая играла Ким Векслер. Произошла та же ситуация, как и с Айроном Полом в «Тяжких». Драматический диапазон героя и прекрасная актерская игра заставила шоураннеров расширить ее линию.
Они увидели, что многие действия и мысли Соула были ради и вопреки Ким, а на его сердце, что и дало возможность понять, как должна закончиться история Соула Гудмана. Ну и второе, как бы не было парадоксально, сам Сол Гудман. Так как персонажу двигаться некуда, и о самом Соле, его характере, эгоцентричности и беспринципности мы, по сути, знали уже в «Тяжких», важнее было показать историю Джимми и удлинить и углубить его переход превращения в Гудмана, как в Джокере Тодда Филлипса. Им интереснее человек, а не та самая маска. Меня до сих пор удивляет, как создатели данных сериалов чувствовали актеров, что приводило к расширению сюжетных веток персонажей. И как мы видим, такой подход ведет только к успеху. Но хватит истории, давайте переходить к главному блюду. Начнем разбор с Лала. Вот серьезно, для меня это открытие всего сериала. Начнем с него. Лала Соломанка — настоящий волк в овечьей шкуре, за улыбкой которого может скрываться все, что угодно. Он является идеальным антиподом Густаво. Но если Фрингу требуется вторая личность, чтобы заниматься своей империей, Лала действует в открытую, что сильно его характеризует. Оба этих прекрасных злодеев скрывают свою суть за улыбкой. Но вот только Лала от Гуса отличает две особенности. Первая — Лала не боится запачкать руки. А главное, он получает искреннее удовольствие от нахождения в центре событий. Являясь не последним человеком в картеле, а по сути мозгом семьи Соломанка, Я здорово с цифрами управляюсь. он производит сам разведку, проводя анализ работы схем Густаво. Но самое главное, Лала уверенный. В нем от поведения, постоянной улыбки, игры на грани языка тела, все это говорит только об одном. Он считает себя альфой в любой компании, и ощущение неприкасаемости царствует над ним в любой ситуации. Немного о языке тела. Лала всегда во время диалога с кем-то активно жестикулирует, особенно любит указывать пальцем, что также говорит о его уверенности, либо нарушает личное пространство собеседника. Просто посмотрите на его первое появление в сериале и как зажато и дискомфортно на ее фоне выглядит Начо. Лала обладает психопатическим взглядом, который пугает и завораживает одновременно. Он использует зрительный контакт для создания напряжения и контроля. Как и движение головой, он всегда активно осматривает каждый угол. Это не только говорит о его уверенности, но и об аналитическом уме. Для него каждый диалог — это представление, в котором он главный шоумен. Это становится явно в этом разговоре с Ким, когда он в конце их диалога пальцами отбивает барабанную дробь. Будто говоря спасибо, шоу подошло к концу. Но вся суть и харизматичность Лала раскрывается именно в оригинале. You know the Tuco I know? He would have skinned them alive and let the buzzards eat their eyeballs. But there you were. You go blah blah blah. And they walk out of there. I mean, it's amazing, really. They wheeled out, actually. То, как он игриво ведет диалог, играет интонациями, это нечто. Лала не остановить. Он как терминатор, который видит цель, не видит препятствий. И он единственный, кто по-настоящему смог напугать расчетливого и умного Густаво Фринга. Лала полностью украл мое сердечко. Не важно, кто ты нахуй. Важно то, что ты нахуй. Его наличие во вселенной «Во все тяжких» нам представили еще и в первом появлении Соула, когда Уолтер и Джесси похитили его. Вас не Лалу послал? Не Лалу? Но он упомянул еще кое-кого. Нет, это не я, это Игнасио, это все он. Игнасио Начо Варга. Наверное, один из самых положительных персонажей «Лучше звоните Солу». Почему? Об этом позднее. Начо представляется этаким заложником обстоятельств, который по своей глупости попал в дурную компанию, стал частью игры, из которой выхода нет. Преступник со своим моральным кодексом, этакий честный вор. И заметьте, за всю свою историю он ни разу не трогал невинных. Он персонаж, для которого обогащение не имеет особого значения. Кроме большого дома мы не видим никаких предметов роскоши, появившихся вследствие такой жизни. И нам становится понятна главная причина, по которой он продолжает делать то, что он делает. Это семья. Отец, который, несмотря на преклонный возраст, работает по 12 часов в сутки. Он хотел дать ему возможность сидеть дома и стричь купоны, что мы понимаем из их диалога. Хорошее предложение. И может быть, твой шанс уйти на пенсию. Это же ты, да?
и из «Прощания Начо». Но, как мы знаем, в этой системе координат нужно быть игроком, чтобы продержаться дольше. Начо был лишь винтиком, деталью, которая нужна настоящим игрокам для их продвижения или следующего шага. Поэтому его исход и оказался максимально трагичным. Я бы даже сказал библейским. К этому мы придем позднее. Он всегда принимал и понимал правила игры и знал, как говорил Тони Сопрано, Тот, кто в этом участвует, все, кто при делах, знают, какова ставка. И если ты согласен с этими ставками, создатели долго думали над окончанием истории Игнасио и изначально хотели дать хэппи-энд его истории. Но позже решили, что Густаво Фринг никогда бы не дал этому случиться. Но что важно, решение такого финала работает и на историю, и на характер Начо. Всю свою жизнь Игнасио был зависим от кого-либо. Не думаю, что отец спрашивал его мнение, хочет ли он работать с ним. Это было ультимативно. Начо подался в криминал, именно начальная его причина. Это было первым его собственным решением. Он пытался убежать от зависимости, что иронично снова привело его к тому же самому. Он был зависим от отца, Тука, Гектора, Фринга и Лало. Как таковой его жизни не существовало. Каждый из этих людей им помыкал, и для каждого из них он был средством достижения своих целей. Поэтому такой финал данного персонажа — это закрытие гештальта. А причем библейский исход. Мы видим цветок, растущий среди пустыни, который переполнен сорняками, и на пустом месте в кадре лежащий камень. Это могила Начо. Еще во «Все тяжких» создатели любили начинать с конца. Начинается дождь, и в совокупности с цветком это символизирует искупление и очищение Игнасио Варга. Вся серия с последним появлением Начо пропитана религиозными мотивами. Начо идет на смерть ради одного – жизни и благополучия своего отца. У меня есть одна просьба. Да. Мой отец. Я должен знать, что он в безопасности. Если ты сдержишь свое слово, ни у кого не будет повода что-то делать твоему отцу. Вся серия – это путь мученика. По ней раскинуты символы. То, как Игнасио опускается в масло, прячась от братьев Саламанка, очень похоже на то, как крестят людей в баптистской церкви. Что после его выхода из цистерны символизируется как перерождение. Грехи его прошлой жизни отпущены. Также последняя трапеза и физическое наказание, ведь, давайте честно, в избиении Начо особого смысла не было. Но и одежда, а точнее цвета, указывают на это. В течение всего сериала на Игнасио доминировали черный и красный цвет. Складывалось ощущение, что он ходит в одной и той же рубашке. Но в последнюю ночь перед своей жертвой он одет в белую рубашку, что говорит о его очищении. И даже зная, чем все закончится, это первый раз за сериал, когда он полностью спокоен и уверен. Как я и говорил, его исход предрешен, как и у многих других героев сериала. Но его персонаж силен, что подкреплено визуально. Но в чем его сила? Он смиряется со своей судьбой, что и позволяет ему выйти на своих условиях. Он не бежал от своей судьбы, несмотря на ее трагичность, а посмотрел ей в глаза последний раз. Послушайте этот монолог Начо поверх последних секунд жизни Густава и Гектора. Я усадил тебя в это кресло. О да, твои таблетки. Я подменил их на сахарок. Ты сдох и слег в могилу, а мне пришлось смотреть, как этот черт тебя оживил. Так что, когда будешь сидеть в сраном доме престарелых и сосать свое желе, каждый день до конца своей жизни думай обо мне. В контексте истории, я думаю, в последние секунды он вспомнил о словах Игнасио. Ведь именно Начо Варга окончил жизнь двух этих злодеев одним своим решением. Сама история Игнасио тесно связана с историей Майка, ведь именно за честности и морального кодекса они взаимно уважали друг друга, что и позволило Начо достичь искупления. Переходим теперь к нему. Майк Эрмантраут. Персонажем Майка изначально не планировалось в тяжких. Как я и говорил ранее, нахождение Соло в прародителе планировалось лишь на 4 серии. Боб параллельно был занят работой над «Как я встретил вашу маму» и был на наставничестве над начинающими актерами в комедийном жанре. Из-за загруженного графика Боб не мог появиться в 13-й серии второго сезона. Да, именно он должен был прийти к Джесси после смерти Джейн. Поэтому создатели и придумали персонажа Майка. И меня до сих пор это шокирует. Из-за совпадения создатели придумали персонажа, который стал сердцем обоих сериалов. Майк еще во «Все тяжких» обладал глубиной. Мы знали о его полицейском прошлом, Я был участковым довольно давно. наличии родственников и о моральном кодексе. Но то, как создатели его представили в Соуле,
это выше всяких похвал. Майк — это эдакий герой нуарного детектива. Человек с тяжелым прошлым, которое в данном сериале нам раскрыли. Его чувство вины к своей невестке и внучке. Майк понимает, что его нечестная жизнь коснулась его сына, поэтому он и погиб. Таким образом, он думает, что именно он отобрал у них отца и старается хоть как-то заменить его. Он занимается ремонтом, проводит время с внучкой, занимается всеми расходами невестки. Грубо говоря, он пытается заменить всячески своего сына, чтобы хоть как-то подсластить пилюлю. Его это пожирает изнутри. В последней серии сериала Соул спрашивает его, куда бы он отправился, если бы они на 6 миллионов создали машину времени. Сначала он называет 8 декабря 2001 года. 8 декабря 2001. День смерти его сына. Но позже он меняет дату. Нет, 17 марта 84-го. Это день, когда он взял первую взятку. И что важно, он говорит, изменив события, он бы не участвовал в жизни родных. Лишь бы просто бы проверил их лет через 10, чтобы знать, что все хорошо. Потом прыгнул бы в будущее. Есть люди, которых я бы проведал лет через 5 или 10. Узнать, что у них все путем. Он считает, что без него его сын, невестка и внучка были бы счастливее. Но также его чувство вины касается не только родственников. В тяжких его отношение к Джесси было сродни отцовским. Теперь мы понимаем почему. Потеряв сына, он также был свидетелем смерти Игнасио. Парня, который по-своему был хорошим человеком, но по глупости влез в игру, из которой нет выхода. И вот вновь он сталкивается с похожей ситуацией. На самом деле главное, за что я люблю «Лучше звоните Соулу», это за представление цикличности, с помощью которой нам говорят, никакие изменения не повлияют на исход событий. Джесси, единственный, кто смог, повторяет судьбу Игнасио, Скайлер, Ким, а Уолтер, Вернер. Почему я отошел от конкретной личности Майка? Потому что появление данного человека, точнее обоих, является переломным моментом для личности Эрмантраута. Вернер – обычный инженер с Германии, который, движимым амбициями, соглашается на грязную работу. Умный человек, которому чужд преступный мир. Никого не напоминает? Вернер оказывается близким по духу Майку, и из-за чего у них завязываются дружеские отношения. Так почему это так важно? Цикличность, как я и говорил ранее, первый намек уже в имени инженера. Вернер и Уолтер, а точнее Хайзенберг. Вернер Хайзенберг. Это был один физик. Физик по имени Вернер Гайзенберг. Здорово, правда? Именно из имени этого немецкого ученого Уолтер и взял свой псевдоним. Что Уолтер, что Вернер – люди науки, которым чужд мир криминала. Ими обоими движет нажива и амбиции. Даже их слова с просьбой позвонить Фрингу практически идентичны. Дай мне поговорить с мистером Фрингом, я ему все объясню. Я смогу его убедить. Мне нужно поговорить с Гасом. Я знаю, что смогу заставить его понять. Мне нужно поговорить с Гасом. Я могу его уговорить. Сойдет? Позволь мне, пожалуйста, прошу. Один лабораторию построил, другой ее жег. И самое главное, таким образом кончина Майка в тяжких становится поэтичной. Майка наконец настигли его грехи и приводят кару в исполнение человека, который символично отзеркаливает ту единственную жертву, которая отобрала у Майка последние частички его души. Я поначалу считал, что странно и нелогично, почему Майк, несмотря на свой кодекс чести, продолжает работать на Фринга. Но еще раз, посмотрев сцену, все осознал. Вернер стал именно тем, после чего назад дороги нет. Майка больше не существует, что немного роднит его с Уолтером, когда он узнает о своей болезни. Майк для себя умер как личность в этот момент. Он пересек черту, которую думал, что никогда не пересечет. Потому же он абсолютно спокоен во время уговора Фринга, чтобы тот не трогал отца Начо. Майку нечего терять. Твоего отца никто не тронет. Отвечаешь? Всем, кто захочет его тронуть, придется столкнуться со мной. В этом он похож на Игнасио в моменты перед его искуплением. Он спокоен, ведь он уже знает, что его ожидает в финале. Отсчет уже пошел, и осталось лишь сделать все, чтобы его родные ни в чем не нуждались. Майк плохой человек, безусловно, но мы все ему сочувствуем, потому что в его действиях отсутствует личный фактор. Все, что он делает в обоих сериалах, делает не для себя. Он обогащает не себя, ему не приносит удовольствия его деяния, им не движут амбиции. Майк практически единственный честный персонаж двух сериалов, который каждому и в любой ситуации говорит то, что считает нужным. Компенсировали. Я на вашем месте очень тщательно выбирал бы следующие слова. Оставь свой чертов аванс себе. Он не считает себя хорошим человеком, и именно поэтому он встречает свою кончину в тяжких именно так.
с умиротворением. Время пришло, и пора ответить за все совершенное им. Очень глубокий персонаж, который и еще сильнее раскрывается в оригинальной озвучке. It was between me and my son. So you're admitting it was you? He wasn't dirty. God damn you! You get that through your head. My son wasn't dirty. Джонатан Бэнкс идеально передает всю тяжесть персонажа, особенно в моменты раскрытия себя. Мы слышим всю горесть его судьбы, которой он и приложил руку. It was for nothing. I made him lesser. I made him like me. Я думаю, вы поняли, что я советую пересмотреть сериал в оригинале. И, кстати, насчет Вернера и Уолтера. Из-за истории с Вернером становится более прозрачным его отношение к Уайту. Майк видит в нем того самого, я бы сказал, друга, но видит кое-что еще. Если Вернер был хорошим человеком, который просто хотел заработать и поэтому пошел на эту авантюру, то Уолт был другим. Для него игра оказалась важнее выигрыша. Он это видел в Уолте и поэтому всегда относился с опаской. Майк понимал это. И по этой же причине он в похожей ситуации не мешкал и по-настоящему был готов это сделать. Уолтер был рожден, чтобы быть в игре. Один ученый забрал с собой частичку его души, а другой забрал его жизнь. А теперь перейдем к персонажу, который не своими руками отобрал у Майка то последнее, после чего конец его был предрешен. Густаво Фринг. Густаво во «Все тяжких» представляли нам как истинного стратега. Человека, который готов ко всему и как настоящий шахматист видит все ходы наперед. Которому чужд страх, обрастая даже слегка мистификацией. Не идущий на лишние жертвы, ведь они могут привлечь к нему внимание, а этого ему не нужно. Злодей, свернувший горы, волк в овечьей шкуре. И оттого меня слегка вводило в недоумение его поведение и представление в Соуле. Он кажется слабее, неувереннее, но так нужно было. Все поставило на место две сцены. Первая — это когда Густаво приезжает к Дону и Ладио на разговор. Гектор обвиняет Гуса в нападении на Лала. Гектор просит посмотреть в глаза Густаво, ведь правду не скроешь. И Ладио говорит, что видит в его глазах ненависть. Посмотрев в твои глаза, я увидел ненависть. Вот только в них не ненависть, а гнев и ярость. На что нам визуально намекает через кадр. Мы видим в его глазах огонь. И сцена номер 2. В ней Фринг приходит после всех событий в бар. Пьет свое любимое вино. Общается приветливо с сомелье. Сомелье убегает, и Гус делает глоток вина. И в его глазах виден страх. Он заигрался, слишком поверил в свои силы, из-за чего потерял контроль над ситуацией, что чуть и не стоило ему жизни. Холодный расчет и контроль. Вот что помогало ему идти на вершину семимильными шагами. Момент с вином идеально иллюстрирует нам последний момент, когда Густаво решил поддаться эмоциям. Ведь, как мы с вами помним, эмоции его и привели к кончине. Только столкнувшись с Лала, позволило ему осознать всю свою неготовность противостоять умным противникам. В Соуле мы с вами и наблюдали становление Густаво Фринга таким, каким мы его с вами помним в тяжких. Главное, что меня в Уолтере заставляло считать, что он всегда был злодеем, это самообман. Что он свои амбиции прикрывал желанием обеспечить семью. И будто не случайно есть эти слова в 5 сезоне 5 серии, вырывающиеся из уст Густаво. Это ничего не искупает. Я тот, кто я есть. Я думаю, это было сказано не просто так. Также эта серия примечательна кое-чем еще. Майк на распутье. То, что Фринг заставил сделать его с Вернером, его сломало. И Гус привозит Майка в маленькую деревеньку, чьим бенефициаром он является. Эрмантраут говорит: «То есть ты привез меня, чтобы показать, какое у тебя доброе сердце, я правильно понял? Ты бросаешь им деньги, они тебе кланяются». Но это нужно не для того, чтобы показать, что Густаво замаливает грехи или что у него все-таки есть сердце, а нужно, чтобы направить Майка. Что-то вроде: да, ты закончишь плохо, и я закончу плохо. Но я не оправдываю себя, я тот, кто я есть. И единственный вариант, который у тебя остался, это воспользоваться этой, хоть и неприятной, возможностью. Манипуляция, которая сработала, ведь для Майка это и становится целью. Перед тем, как мы перейдем к главному блюду, я хочу затронуть людей, которые были вне игры. Начнем с главного антагониста первого сезона, Чак Магил.
Я думаю, что не найдется кто-нибудь, кто считает, что Чак положительный персонаж. И во многом так и было задумано. Создатели изначально планировали сделать судебным антагонистом Говарда, но со временем решили, что именно Чак должен стать первым толчком в объятия Соула Гудмана. Чак отличный юрист, умнейший, так о нем говорят коллеги. Он всего добился сам, он построил личность, которой хотел стать, и стремился к этому, не желая возвращаться к тому самому Чаку, который жил в Иллинойсе. Чак — человек, который ставит закон превыше всего. Для него это своеобразный смысл жизни, его кредо. Подчиняясь правилам и чтя закон, он добился высот с самых низов. От чего в Чаке вырос тезис «Я лучший, я прав». Потому что он всегда исходит именно из своего образа мышления, построенного на законе. Если я играю по правилам и закон на моей стороне, значит я правее. К Джимми он с детства относился с пренебрежением. Но все-таки он его любил, как мы видим по сцене флешбека. Но почему их отношения превратились в противостояние, полной ненависти? Ведь, несмотря на все, теплые моменты в их жизни были. Начнем с главного. Как появилась болезнь Чака. Всему виной, как я думаю, развод с женой. На примере Говарда мы видели, как тяжело таким людям это дается. Юристы каждое дело разбирают по полочкам, находят лазейки и приходят к нужному им исходу. А для Говарда и в особенности Чака, людей, привыкших выигрывать, сама невозможность разобраться в отношениях губительна. Я думаю, что она ушла именно из-за того, что она не смогла увидеть истинного Чака. Он даже дома, в стенах, в которых он должен был расслабляться, продолжал играть роль. Заметили, что принятие себя довольно важная вещь в сериале? Он не снимал маску, что нам и иллюстрирует ужин Читы Могил и Джимми. Джимми рассказывает анекдоты про юристов, но Чак это воспринимает как похабщину, табу. Но его жена их подхватывает, смеется и даже сама рассказывает один. Что общего у адвокатов и спермы? Один из 3 миллионов может стать человеком. После ужина, уже находясь в кровати, Чак неумело и не к месту выдает шутку. Почему 25 юристов утоплены в цемент по уши? Цемента не хватило. Что? Что ставит поначалу жену в ступор. Чак так часто играл роли, не снимая маску, что она полностью срослась с ним. Он стал снобом, успешным снобом. Он не помнит, каким он был раньше, а его жена никогда и не знала. С болезнью мы разобрались. Так, откуда ненависть? Разрушилась его идея, его мантра и в итоге его жизнь. Как я говорил ранее, кредо Чака — это если следовать закону и правилам, ты достигнешь успеха. Но все начало рушиться. Болезнь была первым толчком, а вторым был Джимми, хоть данный толчок появился ранее. Джим, работающий в почтовом отделе его компании, его абсолютно устраивал, ведь это подтверждало его теорию-мантру. Но позже Джимми, тот самый скользкий Джимми, сам сдал экзамен, без своего умнейшего юриста-брата. Это была первая брешь в фундаменте его смыслов. В дальнейшем относительный успех Джимми и болезнь все усугубила. Почему у человека, который всю жизнь следовал закону, защищал его, разрушается вся его жизнь, а скользкий Джимми обретает любовь, поддержку и становится хорошим адвокатом? Сам успех брата Чака, да даже его благополучие, разрушило в щепки все то, на чем строилась личность старшего брата. Все, во что он верил, оказалось пустым, ведь его родной брат – живое доказательство этому. Потому Чака и ждал такой конец. Идея, на которой он выстраивал всю свою личность, всю свою жизнь, оказалась не более чем пустышкой. И потеряв и работу, во многом именно из-за мысли «я всегда прав», он становится лишь оболочкой. Ведь он потерял все, что было для него смыслом жизни. А в отсутствии истинного «я» остается лишь пустой темный дом, холод и деньги на счету, которые ты получил от друга-партнера, у которого не было злого умысла. Говард Хэмлин. Вот честно, мне давно так не было жалко персонажа в кино и сериалах. Тот план Ким и Джимми, который поначалу выглядел забавным и комичным, привел к одному из самых неожиданных исходов. Когда Говард пришел к ним домой, я по-настоящему возненавидел эту парочку, увидев всю их жестокость. Ведь если вдуматься, Говард никогда по своей воле не поступал плохо. Хотя, что значит плохо в контексте данного сериала? Он был суровым боссом, да. Я позвоню Пейдж, начнем работать. Обсуждать стратегию, да? Я бы поставил Фрэнсис. Ты и так по уши в документах. Теперь ты выпустишь ее из конуры? Посмотрим.
но по большей части это навеяно Чаком, его учителем и товарищем. Мы это понимаем по моменту с Содовой. Ассистент приносит банки, подготавливаясь к встрече, и парочку из них роняет. Говард помогает ему и рассказывает трюк, как сделать так, чтобы банка не взорвалась. Чак на каждой встрече, и не только, постоянно крутил банку с содовой, чтобы она не выплеснулась. Кстати, я думаю, эта привычка у Чака сохранилась с детства. Джимми 100% встряхивал банки и давал своему брату. Говард, думая, что именно он виновен в кончине Чака, пытается изменить свою жизнь. Он пытается исправить все с Джимми. Нет, я много об этом думал. И знаешь что? Мы должны тебя нанять. Ты заслуживал шанса, и я мог тебе его дать. Когда ты получил лицензию и обнаружил Сент-Пайпер, я должен был в обоих случаях проявить стойкость, так было бы правильно. Искупить свои грехи, как раз и раскрывая, что он лишь прислушивался к своему партнеру. Он никогда не имел ничего против работы его младшего брата. Говард не был предвзят к нему. Он и просил долг за учебу Ким, и его постиг такой конец. Это немного мне чем-то напоминает судьбу Вернера и Гейла. У всех троих не было злого умысла, все трое просто искренне любили свою работу и стали жертвами крупных игроков, жертвами их амбиций. Они служили средством достижения целей персонажей, которые были в игре. Что же до второй половинки Джимми? Ким Векслер. Это один из лучших женских персонажей на телевидении, да и не только. Причем удивительно, она должна была появиться в паре эпизодов, как романтический интерес Джимми прошлого или будущего. Но именно Рэй Сихорн изменила все. Да, серьезно, опять. Ким — девушка, которая вырвала зубами золотой билет. Компания, увидев ее потенциал, оплатила ей учебу, что позволило ей стать адвокатом. Важная часть персонажа — это ее внешний вид. Строгий костюм, далеко не дорогой, невысокие каблуки с острыми носами, что говорит о ее характере. Она сделала себя сама. Строгая деловая женщина, которая не даст себя в обиду. Об этом говорит и ее прическа. Она является датчиком. Если ее хвост туго затянут, она максимально серьезна. Но со временем она распускается, а в моменты предложения уничтожить Говарда ее волосы полностью распущены. Поначалу она осуждала Джимми, хоть и старалась его поддерживать, но все же ее идеи были схожи с идеями Чака. Закон превыше всего, именно это позволит тебе добиться успеха. Но со временем она поняла, что схемы Джимми работают, даже на своем опыте, когда она, не желая обманывать клиента. Я буду из прокуратуры, хорошо? Я рассказываю тебе, что почем, и ты мне тоже. Говорим громче, встанем там, устроим скандал. Вот и... Я не стану дурачить клиента. Месса Верда тебя не смущали? Джимми, прекращай. Все-таки поступает именно так, как предложил Джимми. Он из прокуратуры. Сделку отменили. И в конечном итоге в ней просыпается та самая девочка, которая пыталась украсть сережки. Ведь это так просто, а главное весело. Для Ким авантюризм оказался как наркотик. Один раз попробовав, она не могла остановиться. И я думаю, сережки были не единственным воровством. Просто это был первый раз, когда ее поймали. Что и стало для нее уроком. Лишь жизненный урок заставляет ее остановиться. Ровно так же, как это произошло с Говардом. Ким, лишь столкнувшись со смертью и злом, поняла, что же они натворили. И главное, поняла, насколько они с Джимми разрушительны друг для друга. Они очень похожи с Джесси и Джейн. Два персонажа с зависимостью, которые разрушают друг друга. Их отношения и символизируют та самая пробка из-под текилы. И она того стоит? Очевидно, да. Видите ли, это своего рода вопрос личного выбора. Ну, я не могу умереть, не попробовав текилу за 50 баксов. Манящая, дорогая. Но если быть неаккуратным, то можно порезаться. И если жизнь Джимми стала серой после его побега, я думаю, жизнь Ким во Флориде всегда была в таких оттенках. Она стала серой копией себя. Даже визуально стала похожей на бывшую наркоманку, стараясь не выделяться, чтобы, не дай бог, не дать себе повод вновь войти во вкус. Ким выбрала серое спасение, а не яркое и красочное разрушение. Ну и наконец мы переходим к главному персонажу, а точнее к трем. Джин Такович, Сол Гудман и Джимми МакГилл. Три этих имени — это три этапа жизни Джимми, в которых он приобретает разные черты характера. И по сути в каждой из них является другим человеком. Начнем с Таковича. Человек, который живет в сером мире, в котором все циклично. Он работает в Синабоне и, как мы с вами видим, день за днем выполняет одну и ту же цепочку действий. Поэтому можно сказать, что кадр с Тестамесом и символизирует его жизнь.
Ведь вроде вертится, крутится, но как в начале, так и в конце процесса тесто остается тестом. Несмотря на то, что Джин бежит от своего прошлого, бежит от Соула, он, как и Ким, как я говорил ранее, является лишь серой копией, как он считает, успешного человека. Он одновременно бежит и грезит о прошлом. Даже кадр нам говорит об этом. Джин занимает малую часть шота, что говорит о его незначительности. Как для зрителя, так и для самого себя он не имеет веса. Поэтому в начале, когда он включает кассету с рекламой Гудмана, это единственное красочное в кадрах с Таковичем, единственное, что имело для него смысл. Далее по сюжету временной ветки мы видим, насколько он отличается от двух других ипостасей. Джина узнает Джефф, таксист, который бывал в Альбукерке. И чтобы проконтролировать, не пустит ли он дальше весточку о Гудмане, выслеживает мать Джеффа, Мэри. Мы уже видим, насколько сильно отличается Такович, что от Джима, что от Соула. Его действия напоминают действия маньяков, что также проговаривает мать Джеффа. Не бойся, родной, он не зарубит нас топором. Если бы захотел, уже бы давно зарубил. Да, Джин? Даже в моменты более близкого знакомства за столом Джин отшучивается, и кажется, что это тот же самый весельчак. Вот только взгляд изменился. Теперь в нем не азарт, не добродушие, а нечто иное. Джефф не хотел сдавать Таковича. Он хотел просто попасть в игру. Я знаю, чего ты жаждешь. Правда? Чего? Ты хочешь в игру? И Джин прорабатывает кражу в моле, где и находится Синнабон, где он и работает. Сама кража смыслами не примечательна. Важны лишь две вещи. Показав, как работает игра, Такович Джеффа и его друга предупреждает, что на этом все. И делает не только с серьезностью в глазах. От него также источается опасность. Это немного схоже с первой встречей Джимми с Игнасио и Тука. Он стал похож на них. И второе – последствия для Джина после завершения дела. Джин окрылен, что мы видим в момент его смены в Синнабоне. Он вновь получил давно забытый кайф, но находится на распутье, что и символизирует перекресток, на котором он останавливается перед звонком Ким. До звонка ей он звонит Франческе, своей бывшей секретарше, ради информации о деньгах и делах в Альбукерке. Вдруг его забыли. Джин вновь получил свой наркотик и хочет вернуться, ведь он грезит о своей прошлой жизни. Кадры нам в очередной раз говорят о состоянии героев. В кадре с Франческой очень мало открытого пространства. Она в тупике. Что на крупных, что на средних ракурсах она тесно стоит спиной к телефонной будке. А Джин в этот момент находится в телефонной будке. Кадры с ним тесные, практически клаустрофобические. Во многие шоты мы даже не можем разобрать его лицо из-за грязи на телефонной будке. Если Франческа в тупике, то Джин находится в тюрьме. Понимая, что ничего не изменилось и денег не осталось, он звонит Ким в надежде, что она, устав от серой жизни так же, как и он, сорвется. Но Ким сдерживается, что и приводит его в ярость. Захотев получить еще, он вновь возвращается к Джеффу с новой схемой. Обворовывает состоятельных, одиноких людей. И до поры до времени это приносит свои плоды, до тех пор, пока они не сталкиваются с последней жертвой. Она очень знаменательна и чем-то схожа с цикличностью кончины Майкла. Последняя жертва в баре оказывается больна раком. От чего лечишься? От рака. И друг Джеффа, который лично и вламывался в дома, отказывается продолжать, потому что это неправильно. Я не могу обобрать человека с раком, прости. Потому Джин и идет сам на дело, а не ограничивается знакомством с целями и сбором информации. На этом можно было бы решить, что это всего лишь совпадение. Но, как мы видим по всей истории «Лучше звоните Солу», совпадений здесь не бывает. Так оно и есть. Вламываясь к жертвам, не считая поиска денег, они ищут сведения о банковских счетах. И Джин находит эти сведения у последней жертвы. У нее на счету $737 тысяч. Это та самая сумма, которую Уолтер хотел заработать, чтобы обеспечить свою семью. 737 тысяч. 737 тысяч. Вот сколько мне нужно. Вот сколько мне нужно. А также у жертвы такой же стол Кока-Бола, который очень хотел Джимми в первых сезонах. Возможно ли сделать из Кока-Бола? Жадность. Договор с Уолтером начал отсчет жизни Соула, а решение, несмотря на все, ограбить последнюю жертву – жизнь Джина. Ведь, как говорил Майк, мы все принимаем решения. И эти решения заводят нас на тот или иной путь. Порой они кажутся мелкими, но они все равно ведут на этот путь.
Ты думаешь с него сойти, но в итоге возвращаешься на него же. Как раз с помощью монтажа, а именно прием матчката, эта идея и подтверждается. Нам параллельно показывают две сцены, как Джин вламывается в дом жертвы и как Сол Гудман идет в школу к Уолтеру Уайту. Два судьбоносных решения. Джин сбегает, а Джеффа ловит полиция. Такович приходит к его матери, чтобы попытаться вызволить его, но случается то, чего он не ожидал. Известность Сола и любовь к привлечению внимания сыграла с ним плохую шутку. И мы с вами видим и понимаем, что именно он является злодеем. Осознав, что мать Джеффа его узнала, он вырывает телефонный кабель, невольно подходя к ней, сворачивает его, готовясь совершить непоправимое. Мы видим, что он готов задушить Мэри, но она произносит: «Я тебе верила». «Я тебе верила», что Джина вводит в смятение. Он понимает, в кого он превратился. Я думаю, он вспомнил Джимми, потому что, несмотря на свою выгоду, он всегда помогал клиентам, и они ему верили. Сол Гудман. Несмотря на его имя в названии, по сути, мы видели его лишь малый отрезок времени. Переход Джимми не в счет, потому что он все-таки был полон сомнений, несмотря на свои деяния. Сол в тяжких и Сол в собственном сериале один и тот же, практически без изменений. Мы видим, насколько он опьянен деньгами и успехом. Главное, что имеет значение в ветке Сола Гудмана, это сцена, когда Ким приходит за разводом к нему. Сол показывает свою безразличность. Ему плевать. Что знаменательно, ведет он себя практически как Лала. Отбивает барабанную дробь, что ознаменует окончание диалога. Он также показывает свое спокойствие и безразличие, ставит ноги на стол. Ровно так, как и Лала. Подписывая документы, он бросает их Ким, как и ручку. Только ручку он передвигает на место. Что показывает, что ее судьба ему не важна. Не так, как своя. Она ждет от него слов. Ждет хоть чего-то. И, не дожидаясь, уходит. Ким на улице встречает Джесси. Идет дождь, и он спрашивает у нее закурить. Она, оказывается, защищала его друга Комбо. Не считая ее косвенной связи с тяжкими, важное здесь вот кое-что. Вода в «Лучше звонить Соулу» во многом символизирует очищение от грехов, принятие своих поступков. Игнасио Варга, когда моется перед звонком отцу. Дождь в первой сцене с его могилы. Принятие ванны Джимом, после чего его начинают терзать сомнения. И в сцене с Ким и Джесси. Ким может очиститься, принять все совершенное. Но вместо этого она прячется, как в прямом, так и в переносном смысле, отвечая на вопрос Джесси. Пацанчик, он чёткий? Был, когда я его знала. Джимми МакГилл. Один из самых сложных и противоречивых персонажей на телевидении, наравне с Тони Сопрано. Старт Джимми таким, каким мы его знаем, произошел еще в детстве, когда к его отцу в магазин пришел мошенник. Он, рассказывая слезливую историю, просил у его отца $5. На что, конечно, отец Джимми пошел, он всегда хотел всем помочь, чем разводилы и пользовались. Даже предостережения сына на него не действовали. Тебя дурят, как и бомж на той неделе. Вся шантропа в городе знает, что здесь можно легко выпросить подачку. Отец уходит из главного зала в поисках свечей, чтобы помочь. Разводила убирает в карман 5 и просит продать маленького Джимми сигареты. И достает пачку денег. То есть дело даже не в деньгах. И мошенник произносит: в этом мире есть волки, есть овцы, пацан. Волки и овцы. Кем хочешь стать, решайся. И на маленького Джимми это производит неизгладимое впечатление. Повзрослев, он со своим другом Марко только и занимается разводами людей и прожигая свою жизнь. До тех пор, пока Джимми не проводит чикагский люк, из-за чего ему светит тюрьма. Джим звонит Чаку, чтобы тот его вытащил. Чак соглашается, но только с условием, что Джимми изменит свою жизнь и перестанет быть скользким. И по своей сути это старт Джимми как персонажа. Джимми воспользовался данным шансом и упорно работал в почтовом отделе компании Чака, не выкидывая никаких фокусов. Он знакомится с Ким, которая также получила шанс изменить свою жизнь. И происходит переломный момент, почему Джимми и решает стать адвокатом. Чак выиграл провальное дело, в удачный исход которого никто не верил. Ким и Джим обсуждают его. Он, в свою очередь, ничего не понимает. Вижу, ты очень стараешься, но можешь объяснить в 2 словах? И тут к ним подходит Чак. Ким его благодарит и пытается отличиться. Мы видим с вами, насколько пренебрежителен Чак к своему брату.
практически воротит от него нос. Но главное, Джимми замечает то, с какими глазами Ким смотрит на небожителей адвокатского Олимпа. А на Джимми она никогда не обратит внимания. Это и является его главным стимулом, чтобы стать адвокатом. Что, в общем-то, и сработало. Прочитав уведомление, что Джим стал адвокатом, Ким его целует. Он проделал огромную работу, обучаясь днями, ночами, в выходные. Он хочет лишь получить одобрение от Чака, чтобы он им гордился. Но в ответ видит и слышит лишь усмешки. Самое, как по мне, мерзкое, это то, что Чак отказывает в работе адвокатом Джимми через Говарда, делая из него злодея. Чак видит в нем лишь скользкого Джимми. Для него люди не меняются. Чак считает себя лучше остальных. Его эго не дает увидеть все старания и самоотверженность по отношению к профессии Джимми. Он не может знать больше или хотя бы наполовину столько же, как и Чак, потому что он этого недостоин. Джимми же в свою очередь никогда не преуменьшал заслуги своего брата, правда считая его одним из умнейших людей и отличным адвокатом. Когда болезнь Чака проступает, Джимми о нем заботится. Почему? Не считая братских чувств, я думаю, это связано с моментом из прошлого. А именно то, что Джим не был с матерью в момент ее смерти. А Чак был. Он просто отлучился в магазин и не смог попрощаться. Джимми не хочет повторения ситуации, ведь несмотря на все, он его брат. Что важно для ненависти старшего брата, их мать перед смертью зовет именно Джимми. Джимми. Нет, мам, это... А не сына, который сидит с ней в ее последние секунды. Эта безумно сильная обида добавилась ко всему пренебрежительному отношению. Несмотря на любовь к махинациям и его прошлое, Джимми очень серьезно подходил к своей работе. Он даже не обувал до нитки престарелых клиентов, а правда им помогал и прислушивался. Для него это было важно. Даже когда он идет на раскрытие своих намерений по делу Сэндпайпер, которое приблизит его выплату, он чувствует угрызение совести. После ему звонит сын одной из женщин, говоря о наследстве. И Джимми помнит все детали жизни, в которые его посвящала клиентка. Кларенс получил альпийского пастушка? Извините? Хаммел, маленькую фигурку. Да, получил. Значит, он закончил колледж, да? Да, был последний семестр. Хорошо, это хорошо. А откуда вы знаете? О, вы же составили завещание, точно. Ему было не все равно. Главное, что толкнуло Джимми в объятия Соула, это даже независимость от авантюризма. Хотя на это намекает его работа в Дэвис и Мэйн. Когда, несмотря на все благополучие и зависть со стороны, он чувствует себя не в своей тарелке. Словно белая ворона. Он, словно Чак, пытается быть тем, кем он не является. Главный символ этого – это Мерседес, выданный компании, подстаканник и кружка, которую подарила Ким. Как бы он ни старался, она не подходит. Для него это так сложно, что в квартире, также выданной компанией, он не может уснуть. Он как в клетке и засыпает лишь в своем кабинете, в салоне красоты. Да, порванный диван, тесно, но именно здесь он чувствует себя по-настоящему свободным. Несмотря на все это, я думаю, что именно отсутствие признания и гордости брата, а также его ненависть, именно эти составляющие и повлияли на Джимми начать превращение в Соула. По этой же причине он подставляет Чака. В жизни Джимми есть два близких человека. Это Ким и Чак. Но только Ким, несмотря на осуждение, всегда поддерживала нашего героя и всегда была рядом, чтобы помочь, бросая все. Поэтому выбор был очевиден. Джимми настоящий продавец. Он обильно жестикулирует руками, притягивая к себе внимание, и старается внести в диалог частичку личного, чтобы клиент был расположен к нему как к человеку, ведь это всегда влияет на принятие решения. Джимми настолько хороший делец, что не просто продаст вам ручку, расскажет всю историю ее появления, тягость ее внедрения в жизнь и в конечном итоге убедит, что ее наличие в вашей жопе – это справедливый и лучший вариант, а вы ее запихнете и решите, что выиграли в лотерею. Он с первого взгляда понимает суть человека. Мы это видим в диалоге с Кэтлманами, видим в моменте с Чаком, когда Джимми привозит документы по делу Сэндпайпер, как бы просто на хранение. Но он знает о любопытстве брата и сделал это намеренно. И в концовке, когда он понимает, что для обвиняющей стороны очень важно выиграть дело, и на риск они пойти не готовы. Джимми в течение всего сериала терзают сомнения. Он словно борется с самим собой. Особенно на силу его сомнений повлияла передача денег от Сломанки. Он не только столкнулся со смертью, но и, наконец, обрел смысл. Для чего это? Для чего это?
Близкие люди, которые меня ждут. Они не знают, чем я занимаюсь, и не узнают. Они в безопасности. Но я делаю то, что делаю, чтобы они жили лучше. Выживу я или умру, меня не слишком волнует. При условии, что они получат все нужное. Поэтому, когда придет мое время, я уйду, зная, что сделал ради них все, что мог. Ради чего он все это делает. И его начинает пугать, что с его подачи Ким начала поддаваться саморазрушению. Я думаю, он мечтал, чтобы Кимберли поддалась его сладким порывам. То, как они в баре разводили козлов, это отлично иллюстрирует. Но до этого не было главного – последствий. А последствия их отношений в таком виде, в котором им хотелось, разрушительны как для них, так и для всего вокруг. История Джимми – это трагедия, как на самом деле и всех остальных персонажей. Но он, как и Джесси, смог разорвать цикл. Так почему Джимми взял на себя все и отказался от сделки? И что значит концовка сериала? Джимми по-настоящему принял свою суть, со всеми грехами и преступлениями. Он хотел, чтобы Ким увидела, что в нем еще остался тот самый Джимми МcGill. И все эти преступления совершал именно Джимми. Он решил не прятаться за маской Соула. Я уже начинаю думать, что второй Джокер навеян Соулом. Если в начале истории в сером мире единственно ярким пятном были воспоминания о прошлом успехе, о Соле Гудмане, то в конце Джимми осознает единственное, что наполняло красками его жизнь – это Ким. И лишь об этом он сожалеет, что позволил ей, не отговорил ее от издевательств над Говардом. Создатели очень любят первой сцены делать намеки на конец истории. Последняя серия начинается со сцены, где Майк и Джимми находят воду в пустыне, когда они пытались донести деньги Лала. И Джимми задает вопрос Майку: будь машина времени, куда бы он хотел отправиться и что изменить? Ответ Майка мы с вами знаем, а вот Джимми лишь говорит об обогащении. На что Майк говорит: и все? Деньги? А что еще? Ничего бы не менял. И по лицу Джимми мы понимаем, что глубоко внутри есть что-то еще. Джимми всегда не выражал свои чувства открыто, предпочитая скрывать их. Он хотел бы не дать Ким пойти на саморазрушение. Именно это он и демонстрирует, показывая тот же самый жест, который Кимберли показывал, когда он пытался ее остановить. Он ответил за все совершенное, без какой-либо сделки, исключив ее из уравнения. Потому что, как он говорил, она не такая. Ким, такая постанова – это не твоя. Ты после этого не сможешь спокойно жить. Ты не сможешь смотреть на себя в зеркало. И Ким не заслуживает всего того, что произошло. Он дает ей второй шанс. Главное, что делает в этой вселенной из тебя злодея, это отсутствие чести, а главное – честности. Потому ни Майк, ни Игнасио Варга, а главное Джимми не являются злодеями. Поэтому я и делал акцент на Джинни Таковича. Джимми понимал свою суть и был честен самим собой. Он хотел стать лучше ради брата, ради Ким, но он именно такой человек. Символом этого и является перстень Марка. Он является напоминанием. Получается, что Чак был прав. Он всегда будет скользким Джимми. Но в мире контрастов «Лучше звоните Соулу» — это не важно. Ведь именно честность, благородство и кодекс чести отличают злодея от преступника. Если честно, я поначалу не совсем понял «Лучше звоните Соулу» и хотел внести в сценарий разговор о проблеме с динамикой, рушении представления о некоторых персонажей из «Во все тяжких». Но чем дальше я писал сценарий, тем больше проникался историей. Сериал снят великолепно. Каждый кадр услада для глаз, великолепная музыка. Для меня это вначале имело большее значение. Но чем дальше я углублялся в мысли и поэтапно в текст, тем больше для меня это все ушло на второй план. Ведь сериал как спин-офф сделал невозможно. Нет, он не просто переплюнул свой прародитель. Он сделал то, что не удалось оригиналу. Показал историю нехорошего человека, которому по-настоящему сопереживаешь. Даже от концовки при написании сценария у меня изменилось мнение. Пересматривая ее, подходя к вопросу ранее, о чем она, у меня просто перехватило дух. «Лучше звоните Соулу» — это сериал о чести, о ненависти, о амбициях, ошибках, разрушительности любви, так и о ее прекрасной стороне. Кажется, что этот сериал обо всем и сразу. Если Уолтер в «Во все тяжких» — это он всегда был злодеем, или нет, кому что ближе, то про про Джимми МcGill'а могу сказать так.
Он всегда хотел быть собой. Это делает его преступником. Но то последнее решение, самое значительное в его жизни, которое привело его туда, где он должен быть. А именно это решение не делает его злодеем. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии, это очень помогает в продвижении. Если хотите поддержать канал, ссылки на Donation Alerts и Boosty в описании, буду премного благодарен. Еще раз спасибо и скоро увидимся.